Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. В прошлом году я вам рассказывала о новинках среди хризантем, которые у меня появились в прошлом году. Я тогда не знала, как эти цветы, откуда они, по крайней мере. Я знала, что это крупноцветковые, и знала, что нужно обязательно их убирать цветочки, пасынки. И вот так получаются очень красивые крупные цветы. Ну, естественно, я захотела узнать, откуда вот эта красота. И я потихонечку стала собирать информацию. У одного из продавцов я узнала, что это корейские хризантемы, самые настоящие корейские, крупноцветковые. И их выращивают в огороде. И я попробовала это делать с одним цветком, все получилось. Ну, а остальные размножала их в теплице. Собирала, выращивала, в горшки пересаживала, и у меня хорошо все получилось. Естественно, я очень хочу размножить не только вот этот сорт, но и еще я прикупила. Вот смотрите, я делюсь сегодня видео, это рассказ о новинках. Вот это ранний более сорт, он где-то в середине, да, в середине октября зацветает, сейчас уже перецветает. А снимаю видео 2 ноября, то есть сегодня. Свежайшие вот такие съемки, прямо с грядки и сразу же на канал YouTube. Еще хочу показать одну вот замечательную, прекрасную. Есть, кстати, еще позднее, я обязательно ее тоже куплю. Я в горшках их купила. Вот, и вот смотрите, это необыкновенная. Ее просто, когда увидела, ну вот чистая белизна, вот чистота, вот это невеста, настоящая невеста. Вот какие они очень красивые, эти хризантемы. Вот. Ну и еще я подкупила череночки в этом году. И хочу вам показать, череночки тоже крупноцветковые. 2 череночка взяла. Вот. И эти череночки нужно было обрезать верхушку. Естественно, я верхушку под бутылку. И вот у меня еще вот таких 2 растения под бутылкой выросли. Ну вот посмотрите, это тоже необыкновенное. Когда она распускается, сверху как будто бы кремовая, потом вот такой цвет нежно-нежно-желтый. А когда уже раскрылась, она как будто бы белая, помпон такой набитый. И по краям вот такой видит, покажет же видео, не знаю, вот нежные, нежно-сиреневые такие кончики вот этих лепестков помпонов. Вот такая красота необыкновенная. Есть еще другие сорта. Естественно, я на этом не остановлюсь, поэтому я купила не просто так вот эти горшочные, не на один момент. Вот, смотрите, эту красоту. А для того, чтобы снова же, я уже в прошлом году знаю, вот смотрите, горшки. В горшках вот такое мощное растение. Я хочу посадить. Я вам покажу отдельно это, когда будет хороший день. Кстати, завтра близнецы, влажная почва у меня есть. Думаю, если получится, я вам в следующем видео покажу, как я их рассаживаю, пересаживаю, что я с ними делаю для того, чтобы получить на следующий год очень рано из черенков молоденькие саженцы и высадить. И я так хочу обязательно еще рассадить в горшки, для того, чтобы как можно больше их было, и вот это обставить эти цветы везде и всюду, и их можно перемещать, и нужно перемещать, и вот эту красоту нужно обязательно расставлять по всему периметру, и дома, и у дорожек, рядышком вот с этими прекрасными мультифлорой. Это тоже, оказывается, корейская. Так вот, я начала изучать вот эти всю информацию о корейских хризантемах и пришла к очень интересным выводам. Их очень много. И все новинки, и все, что красивое, это, оказывается, в основном сейчас идет оттуда. Именно корейские хризантемы. Вот, есть вот веточные, букетные хризантемы, они тоже именно оттуда. Они устойчивые. Вот мне нравится, чем вот эти, они прекрасно зимуют у нас на юге, а я живу в Измаиле, на юге Украины, юге Одесской области. И здесь они прекрасно себя чувствуют. Даже можно не садить в горшки и даже так размножить. Но наша погода нынче, то, во-первых, смещение времен года, то еще какие-то капризы у нее, поэтому я лучше сделаю сама посадку. Даже
высадить в горшках в землю и затем просто раньше вытянуть, если есть необходимость, там холодно, можно просто забрать их, в теплицу перенести и вырастить как можно больше вот этих замечательных цветов. Смотрите, высота у них какая. У них где-то здесь полметра высота. Компактные, очень красивые. Кустики. Ну, просто сказка. Обожаю эти цветы. Обожаю вообще хризантемы. Но вот от этих хризантем, которые когда-то, много-много лет назад только можно было увидеть, как срезочные, они продавались на рынках цветов. А сейчас вот эта красота живет, растет у меня, у моего дома. Что ж, я порадовалась с вами, поделилась радостью приобретением вот этих замечательных цветов, которые нравятся не только нам. Смотрю, и пчелка что-то там находит, трудится. Вот раз она ищет, значит, там что-то есть тоже полезное и нужное для нее. Ну что ж, Раиса Грищенко, Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы желаем вам удачи, желаем красоты в вашей жизни и всего самого-самого доброго. До новых встреч в новых видео.